Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. І поки хтось каже, що він шукає мир, значить, по світу і в очах Путіна, і їздить туди, Путін бомбить нашу країну, нашу столицю і всі регіони хитрими, оманливими, комбінованими, масованими атаками. Про це не тільки, і про який мир йдеться, будемо говорити просто зараз. Звати мене Ірина Узлова, зі мною традиційно щобудня Борис Тізенгаузен, політтехнолог. У нас сьогодні 8 липня і черговий день кривавого російського терору. Борисе, привіт, слава Україні! Вітаю, героям слава! В Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі. Звітує мер міста Віталій Кличко про пошкодження приміщення дитячого медзакладу. В Голосіївському уламки впали біля житлового будинку. В Дніпровському палає в житловій забудові. В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок. В Деснянському районі спалах будинку. І це ще далеко не весь перелік того, як зараз Київ оговтується від чергової масованої ракетної атаки терориста номер 1 в світі, кривавого, безкарного злочинця, на руках якого кров десятків тисяч людей, Володимира Путіна, який називається президентом Російської Федерації, з яким їздить говорити прем'єр-міністр Угорщини, який приїжджає до Китаю сьогодні і каже: «Міщен 3.0, я приїхав мир шукати». Ось такого миру шукає Путін, так? Я не помиляюсь? Да, Орбан не мир ищет, он ищет лучшую выгоду для себя, у него там положение сейчас не очень, то есть вот эта имитация мирных переговоров. Я вообще связываю вот эти удары сегодняшние именно с тем, что Путин крайне обозлен, и, кстати, с поездками Орбана в том числе. Поясню, то есть когда на итоговой пресс-конференции Путин с Орбаном там вышли к прессе, Путин был крайне зол. Он понимает, что в обход него фактически Орбан тут, преследуя свои цели, летит в Китай. Для чего? Для того, чтобы Китай, естественно, надавил на Путина. Логика в этом такая. Зачем Орбану в рамках мирного турне лететь в Китай? Потому что Путин вылез и сказал: 4 области хочу и Крым, и все. Вот. И, естественно, он сейчас со стервенением и накануне саммита НАТО, и перед визитом Орбана в Вашингтон, кстати, он же туда поедет, и там, как сказал Йенс Столтенберг, будет давать отчет, о чем же он там за закрытой дверью с Путиным разговаривал. Поэтому для Путина все складывается явно не очень хорошо. Это видно по нему, видно по его таким, если раньше он был такой еще в марте месяце, в апреле, когда Украине, он думал, что Украине там будет затянута поставка помощи и так далее. Самодовольный, наглый, выиграл. В очередной раз дописал себе президентский срок. А сейчас... Видите, как оно получается? Его заставляют, его с разных сторон пытаются склонить к переговорам. Этот слив плана, якобы, который Колокольцев возил, мол, это тоже все элементы давления, проверка. Но хочу вам сказать, что такого, как сегодня, тут у нас не было давно. Я не припомню, чтобы подъездные двери там чуть не вырывало взрывной волной. Прям такого я давно не помню. И да, вот по прилетам куча людей уже написали, что там, не по прилетам, по падению осколков, там по Лукьяновку уже опубликовали, я думаю, вы видели этот пожар. Сейчас, простите, звонят мне тут, наверное, узнать, что как. В общем, давно не припомню, комбинированные кинжалы, калибры, крылатые ракеты летели. Ночью, я так понимаю, был тренировочный у них удар, а сейчас они по корпусу Ахмаддета, больницы охраны матери и ребенка попали, там разнесли. В общем, есть ощущение, что просто какая-то агония у крысы в углу происходит, и он вот такое устраивает нам. Я не знаю, а точно агонія? Адже ж ось ці Орбан, Пекін і не тільки, їхні плани, їхні ідеї, вони вельми вплітаються в терористичну і капітуляційну для нас канву Путіна. Це раз. Потім, поки Орбан літає всюди, де тільки може, до Москви летить Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. А як це ось це відбувається? Чому до Москви літають і представники, хай Орбан без мандату, але все ж таки країн Європи. Тепер ще Індія, потужний гравець в регіоні, який, правда, має на меті ніби відвадити Путіна від Китаю, але тим не менше летить. Це точно
ознаки агонії? Чи все-таки Путін насправді просто показує свою мощь і силу і думає, що в нього, якщо до нього літають, якщо з його планами роз'їжджають по світу, насправді все більш-менш нормально? Так премьер Индии летит, потому что скоро лавочка дешевой нефти закроется. Запад плюс США вводят жесткие санкции за покупку российской нефти. Сейчас ударят по теневому флоту, через который значительная доля российской нефти морем идет. И становится все опаснее покупать российские энергоресурсы. Мы видим, что китайские компании уже начали проверку, особенно российских контрагентов, куда они продают товары двойного назначения. В общем, наконец-то вдруг все поняли, что нужно начинать жестко бить по тем, кто России помогает обходить санкции. Обратите внимание, на саммите ШОС в том числе решали главный вопрос, как торговать с Россией, не попав под санкции, как торговать с третьими странами, ну, условно говоря, кольцевые какие-то сделать, помощь России в обходе санкций, не попав под санкции. Сейчас будет, я надеюсь, по теневому флоту уже Великобритания работает. Сейчас подключатся другие сильные игроки, это будет серьезно. СПГ-проекты сжиженного природного газа уже убиты фактически. Арктик-1, Арктик-2, Арктик-3. Ямал остался, еще там какой-то, но вопрос времени. Я не буду сейчас говорить, что все супер, сейчас мы Путина дожмем и так далее. Но после сегодняшнего удара, особенно по детской больнице, я думаю, что будет снят еще ряд ограничений на удары по России западным оружием. И, кстати, обратите внимание, в последнее время несколько довольно болезненных ударов произошло. Я не только про склад БК под Воронежем, но и про другие важные объекты, про инструкторов ейских шахедов, которые и курсантов, про склад с шахедами, про склад с шахедами в Крыму и тоже там личный состав. Ну, в общем, болезненные удары. И мне кажется, что сейчас ряд запретов точно будет снят. Да. Я от якраз хотіла і спитати, що де більша кількість ППО, бо якби так полетіло по медичних дитячих закладах, по країнах, які з нами межують і які живуть в спокої, тому що ми стримуємо російську агресію, я думаю, що вони якось би швидше скооперувалися і дали один одному системи ППО, бо це, чесно кажучи, вже трошки набридає, м'яко кажучи, така ситуація, що вони так довго розкачуються і дають нам по чайній ложці ППО в місяць. Ми дуже вдячні всім за допомогу, хотілося б швидше раз. А по-друге, ось такі голоси, як там Марін Ле Пен, яка не прийшла, її партія 3-те місце всього зайняла за результатами парламентських перегонів у Франції, тур другий, ми спостерігали напередодні, але казала, тим менше така є риторика, вона на 3-му місці, що якби вона прийшла, її правляча партія до влади в парламенті, то вона би блокувала дозвіл бити далекобійною зброєю Франції по тилових об'єктах, навіть воєнних, на території Російської Федерації. Я не розумію, як це, що їм ще потрібно подивитися. 3-й рік ідуть оці обстріли, щоб і були зняті блоки та заборони, і було більше систем ППО. Щось може показати нам ще варто, чи Путіну? Він уже ж все продемонстрував. Им бесполезно. То есть вот если правильно сейчас делают наши западные партнеры и вскрывают сети, связанные с Россией, сети тех, кто диверсии и теракты осуществляет на территории Европейского Союза, пытаются дестабилизировать там ситуацию. Вот это их, когда уже прямо вот рядом с ними там происходят нападения, взрывы и так далее, вот это их проймет. И показывать связь, потому что Россия в паре с Белоруссией не только мигрантами, но и там через криминальные разные элементы пытается дестабилизировать ситуацию. Поэтому это нужно показывать. К сожалению, мне кажется, что в свое время даже поездки в Бучу не так проняли Макрона и Шольца. Они еще тогда после этого там пытались как-то с Путиным разговаривать. Но Ле Пен, которая не хочет нам давать Storm Shadow, а хочет давать, может быть, что-то иное, она сказала, что у нас в долгосрочной перспективе мы поддержку Украины выражаем. Но в каких объемах? Вот в таких. И прекрасно, что Макрон проявил себя как, наверное, один из лучших политтехнологов или его штаб
они там правильно сделали, поснимали третьих кандидатов, и Ле Пен заняла аж третье место, ни о каком большинстве речь не идет. Но мы должны с вами помнить, что этих правых, пророссийских, они же, понимаете, они не против Украины все. У них чисто популистская риторика. Не давать деньги туда, за границу, оставлять их все здесь, плевать вообще, умирают, там, погибают люди. Абсолютно наплевать. У вас будет нормальная цена на газ, неважно, чей он, российский или еще какой-то. Вот это верх цинизма. Глобально они же не понимают, что придет момент, когда может с ними неприятность случиться. И тогда все скажут: а зачем? Вы же никому не давали там никаких денег. Или же, например, Орбан так задолбает Европейский Союз, что Европейский Союз комплексно, 26 стран, ну, может, за исключением там Словакии, просто возьмет и создаст ему искусственный кризис, ударит по экономике. И тогда Орбана вынесут аж бегом венгры, и все его правление, и монополизация медийных ресурсов, и все остальное канет в лету. Поэтому можна так і доігратися. Але Орбан каже, що вони прагнуть миру, рівноваги і гармонії. Ми завжди на боці миру, ніколи не на боці війни. Це він каже вже в Китаї. Для нас дуже важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни. І на думку Орбана, саме Китай є ключовою силою в створенні умов для миру в російсько-українській війні. От тому він зараз перебуває в Пекіні. Нагадаю, що Сі Цзіньпін на початку травня куролесив Європою і був також ще після Франції і Сербії, був і в Угорщині. А якою ключовою силою? Ну, Китай же ж повністю артикулює ті самі кроки, що і Москва. Для чого? І взагалі, чи можемо ми зараз підтвердити, що Орбан таки дійсно діє саме від імені Китаю і шукає друга в Китаї, а не в Росії, бо нашому та ослаблена Росія, а от з Китаєм ці дійсно двоє щось задумують. І чи є в них якийсь такий спільний план, який фактично дублює і трек Путіна послабити Європейський Союз? Конечно, безусловно. У меня есть, кстати, целый выпуск на канале, как Орбан лихо сотрудничает с Китаем, как тысячи китайских студентов, фактически Венгрия является воротами для китайских студентов, которые потом рассеиваются по всему Европейскому Союзу. Кстати, кому интересно, можете подписаться на мой канал, посмотреть. На канал очень просто подписаться. Если вы нас на Ютубе смотрите, вот синими буквами здесь под видео Тизенгаузен написано. Нажимаете на эту надпись, там кнопочка «Подписаться». И, конечно же, сразу же обязательно подпишитесь на канал, на котором вы нас сейчас смотрите. Значит, от Китая, не от Китая. Вопрос, мне кажется, в том, что Путин 2 раза, первый раз выступая перед МИДом своим, второй раз на итоговой пресс-конференции, сказал, что все, вот главное условие. 4 области и Крым. Дальше, особенно на пресс-конференции, он сказал, остальные вопросы это там мы будем обсуждать. То есть по факту гаденыш признался, что по большому счету все, что ему сейчас нужно, это кусок нашей земли украинской. То, что у него земли не освоенной в десятки раз больше, чем вообще Украина, это никого не беспокоит. Поэтому абсолютно какое-то вот несистемное. И видно, что он сейчас хоть как-то пытается вылезти. То есть вот оставьте мне землю, оставьте. Как жадный гнусявый старикан. Вцепился вот этими костлявыми руками в нашу землю и говорит, оставьте. И не хочет отпускать. Поэтому и тем самым он раздражает в том числе и Китай. Я уверен, это мое мнение, когда Си Цзиньпин был в Европе, и в том числе, да, он проведал Орбана и Венгрию, его визит провалился итоговый, потому что Путин сказал тогда, абсолютно нереально, даже Трамп тогда сказал, это невыполнимые, нереальные абсолютно условия у Путина. И сейчас, накануне президентских выборов в США, встает дилемма. Там понятно, еще будем смотреть, заменят Байдена или нет, но в любом случае, как минимум, Трамп уже назвал условия Путина неприемлемыми. Путин от своих условий не откажется, потому что он твердолобый КГБшник. Он рогом упрется и не откажется. А это значит, что, то есть он уже все, он уже обозначил. Он же не может сказать, ладно, я передумал, другой кусок земли хочу. Так не может сказать.
И он сделал, вот роковая фатальная ошибка его была, вписать 4 области, приписать к себе незаконно в Конституцию. И это его и прихлопнет, мне кажется. По итогу он будет упираться до конца. Ограничения будут снимать все больше и больше. А Трамп, он очень быстрых решений хочет. Он же сказал, если меня изберут, я между подсчетом голосов итоговым и інаугурацією решу вопрос. Добре, ще 2 хвилини вашого часу. Борисе, знаю, що вже не так багато і в таких умовах працюємо, звісно. Терористи запускають кинжали, калібри, все. Хочуть нас від цього відрізати, їм це нічого не вдасться. Ми будемо працювати і без світла, і без води, і без газу, без цього. Головне, щоб без цього карлика гидкого. Зближення Росії і Китаю турбує вже нового очільника британського МЗС. Я нагадаю, що змінюється там уряд, змінився прем'єр-міністр. В п'ятницю ми побачили вже представлення нового, але тим не менше не змінюється риторика, а головне дії і політика Британії, антиросійський, проукраїнський більш ніж. І от новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі застеріг Китай від допомоги Росії у війні проти України. Він стурбований тим, що бачить іранські безпілотники в Україні. Його турбує, що снаряди з Північної Кореї використовуються тут на європейській землі. І, звісно, його турбує партнерство, яке я бачу, Росія налагоджує з цими авторитарними державами. Думає Лемі, цитую його видання The Telegraph, що Китай має бути дуже обережним у поглибленні цих партнерських відносин у найближчі 3 тижні та місяці, значить, каже Лемі. Я не знаю, я теж стурбована, але в мене немає таких повноважень, як в Лемі, і немає таких повноважень, як в Білого дому. А може, окрім стурбованості, вже пора все-таки санкції проти Китаю вводити якісь? Давайте вже якось активніше працювати, не лише проти оці такі обхідні, а й прямі. Но Великобритания, кстати, нужно отдать должное, делает самые резкие заявления в сторону Китая. Именно министр обороны Великобритании заявил, что Китай поставляет оружие в Россию. То есть оружие имеется в виду, в том числе нитроцеллюлоза, например, которая используется в создании пороха, ракетное топливо, станки по обработке металла, на которых оружие делают. Пусть бэушные, но поставляют. То есть про все это Соединенные Штаты же, обратите внимание, помните, мы с вами этот момент обсуждали, когда Великобритания говорит, что поставляют, Соединенные Штаты говорят, у нас такой информации нет. А с кем вы там вообще церемонитесь, я не пойму. Понятно, торговые войны, понятно, США первый по объему торговый партнер, Европейский Союз второй и так далее. С кем вы там вообще церемонитесь? Вы сейчас по факту накачиваете сами Путина оружием. Он выгребает, пылесосит со всего мира. Поэтому ожидаем, конечно, удар по теневому флоту, но, опять же, информация. Байден боится резких движений, потому что цены на нефть мировые, бла-бла-бла и так далее. Ой-ой-ой, как... То есть вот ему бы здесь побывать сегодня или в Харькове хотя бы один день походить по улицам, или в Дніпрі, или в Запорожжі. Він не може. Він після 20-ї вечора буде спати лягати. Я не маю права робити суб'єктивні судження, але видання Axios і Уріель Епштейн, зокрема експерт американський, стверджують, що упродовж цього тижня ми, можливо, побачимо заміну Байдена від демократів. І знаєте, Борисе, будемо за цим пильно спостерігати, щоб не казати суб'єктивно, чого я чекаю від цього тижня. Дякую вам дуже. Ми з вами, зокрема, продовжимо вже завтра в наступних наших ефірах обговорювати всі ці події, потенційну заміну Байдена, зокрема, можливо, на вже багато відсотків. Спасибі вам, що тримаєтесь, спасибі вам за ефір, тримайтеся надалі і бережіть себе, будь ласка, дякую, до зустрічі. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, моє ім'я Ірина Узлова, друзі. Будь ласка, бережіть себе насамперед, коли у вас буде світло, можливість і бажання, підписуйтеся, будь ласка, на наші ютуби. Зараз це, звісно, не головне, головне життя та здоров'я ваших близьких. Ми бажаємо всім тих постраждалих, які вже більше десятка, одужати, звісно. Якщо не прийде Господь, на жаль, ми будемо дізнаватися про жертви, то наші співчуття і наші побажання одужання всім тим, хто страждає 11-й рік від агресії російського диктатора Путіна. Ми з ним точно покінчимо. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.